знаю. У меня еще 1 минута. Нет, кажется, уже заработала. Ребят, напишите, кто-нибудь работает или нет трансляция. Мы в первый раз, поэтому... Как нас слышно? Как нас видно? видно? Опустить, наверное, чуть-чуть. Вот пишет Radioactive Team нам, что все ок. Все, ну, ребят, всем привет. Хотелось сказать большое спасибо, что вы нас смотрите. Это наш первый прямой эфир. Немножечко волнительно, конечно. Чему посвящен наш стрим? Ну, во-первых, тому, что мы наконец-то собрались с Людмилой вместе, потому что давно не виделись, карантин, и, естественно, сейчас через границы проехать так просто не получается. Ну, вот мы вместе, и также у многих наших подписчиков накопилось много вопросов, касающихся наших походов. Ну, и, наверное, мы постараемся ответить на них всех. Так что пишите в чатик, задавайте вопросы, будем рады на все ответить. Но то, что касается только Чернобыльской зоны и наших походов. На личные вопросы отвечать не будем, тут уже извините. Ну, нам уже пишут. Привет, девчонки, привет, красотки, привет. Привет, туристы. Работает, Супер. просто громче сделайте. Ну, сейчас постараемся громче говорить, ребят. Смотрите, у нас был пост в сообществе, там некоторые накидали вопросы, сейчас давайте попробуем на них поотвечать. Да, давайте. Так. Читаешь? А я тогда сейчас. Лариса Соколова нам задавала вопрос, кем мы работаем и чем занимаемся, кроме экстремальных походов. Но, Ларис, к сожалению, мы не будем отвечать на этот вопрос, потому что он связан с личной жизнью, но в походы мы ходим и не только в Чернобыльскую зону. Будем рады сходить еще в какое-то место интересное и просто в поход, допустим, в какую-нибудь Карелию, ту же самую. Спасибо за ваши комментарии, спасибо, что оценили нашу смелость. Так, Степа Дог пишет, что нас вдохновляет, ходите ли вы в другие походы, что самое сложное в таких походах. Ну, я сказала, что да, мы любители походов, мы ходим. Что вдохновляет именно в зоне? Ну, наверное, сама зона, ощущение свободы и независимости. Ты там один, наедине с собой, наедине с природой, и ты зависишь только от себя и от своих действий. Зона отчуждения сама по себе такое место, которое не оставляет равнодушным людей, и она сама по себе и вдохновляет. Что самое сложное в таких походах? Преодоление себя, тяжелый рюкзак и множество километров пути. Ну, с этим тоже должны справиться и наши ноги, и наши нервы, потому что все-таки эта деятельность связана с не совсем легальными действиями. Вот, сложно. И морально сложно, потому что не хочется попасться, и сложно физически, потому что нужно тащить тяжелый рюкзак, и нужно вот, преодолевать. Да. Так, но нам много пишут иностранцы, мы, к сожалению, все языки не знаем, нам нужно время, чтобы перевести вопросы ваши. И вот один из иностранцев нам пишет, Кларенс Янг, он спрашивает, ваша жизнь полностью посвящена этой области, или вы любите спорт, музыку, танцы, походы в другие места, путешествия, другие? Но, наверное, он спрашивает о хобби. Я думаю, что, как и все мы, да, у нас есть хобби, мы любим музыку, Извините. Любим животных. У Светланы 2 замечательные собачки хаски, с которыми она любит очень много гулять. Вот, у меня есть кот. Сейчас я вам его покажу. Иди сюда.
Свояк Полесский спрашивает, зимой пойдем ли мы в зону? В зону зимой мы не пойдем, потому что мы девочки, нам будет холодно. Всем привет! Алексей Черкасов, привет, красивый, спасибо. Ева, привет, почему не хотите отвечать о личном? Чего боитесь? Мы не боимся ничего, но личные темы не хочется затрагивать, потому что наш канал именно о Чернобыльской зоне и о наших путешествиях, поэтому это не о личной жизни. Когда-нибудь обязательно мы заведем еще один канал, может быть, где мы будем что-то показывать из своей личной жизни, если на это у нас хватит времени и вдохновения. Но я думаю, что многим из вас больше все-таки интересно то, как мы ходим в походы, чем мы там занимаемся, как наши походы проходят и все, что с этим связано. Так. Что? Так, Серый пишет, привет, красотки, возьмите меня с собой. Привет тебе, но с собой никого не берем, мы ходим вдвоем. Это еще один вопрос, достаточно распространенный. Очень многие пишут, что хотят с нами пойти. Мы ходим именно вдвоем. Почему с собой не хотим никого брать? Наверное, потому что мы в друг друге уверены, а лишний человек – это дополнительная опасность. Мы не знаем, выдержит ли он дороги, не выдержит, как он поведет себя в какой-то экстремальной ситуации, поэтому чужих и незнакомых людей не берем с собой. Так, вот нам еще писал иностранец Angel 1970. Он спрашивал, когда вы произносите слово «сталкер», вы имеете в виду других туристов или, может быть, охотник? Ну, для иностранцев, может быть, не вполне понятно, что означает термин «сталкер». Термин «сталкер» обозначает, что людей, которые что-то ищут, что-то обследуют. Ну, по крайней мере, так написано в Википедии. Ну, сталкеры, да, это люди, которые исследуют чего-то. Мы исследуем зону отчуждения, мы не зарабатываем на этом деньги, мы не водим за деньги. Допустим, у Стругацкого в «Сталкере», там сталкер именно такой своеобразный проводник в зону отчуждения, который собирает артефакты, вывозит их за пределы зоны и продает. Да. Мы, конечно, ничем подобным не занимаемся. Мы ходим в зону для себя, для души, потому что нам нравится это место и нам нравятся походы. Так, Александр Белов. Походы в зону сказываются ли на здоровье, по вашим ощущениям? В плане радиоактивности походы в зону на здоровье никакого влияния не несут. Мы проходили СИЧ. Волосы не опадают. Волосы не опадают, да. Излучение у нас в норме, по стронцию, по цезию у нас все в норме. Мы ничего не нахватались, несмотря на то, что мы и пьем местную воду, и не всегда она фильтрованная, и не всегда она кипяченая, но все в норме у нас с организмом. В плане тяжести, ну, конечно, после недельного похода, да, ноги, спины болят. Ну, за неделю вы восстанавливаетесь, в принципе, нормально. А так ты только крепнешь в таких походах. Так, что-то нет сейчас. Дивный эксперт спрашивает, сестры ли мы? Нет, мы не сестры, мы подруги. Джеймс Озол спрашивает, Людмила, покажи своего кота. Покажи еще раз кота. Оставь его. Ну, он вот лежит сейчас, вычищает свои перышки. Вот. Кот Борис. Может, кто-то видел наши другие видео? Мы там показывали своих животных во время карантина. Как мы проводим карантин, назывался ролик. И мы гуляли с ними.
Так, спрашивают, Вольный Сталкер, привет, нам передает Людмиле и Светлане. Я Привет. раз уже говорила, что повторяюсь, самые красивые, отважные сталкерши, амазонки. Число, большое спасибо, знаем, что ты наш поклонник, и большое спасибо тебе за поддержку. Так, Свояк Полесский спрашивает, цепляли ли мы клещей. Клещей в зоне моря, особенно весной, но в наши тела они не впивались, поэтому нет. Мы брызгаемся, берем с собой спрей от комаров и клещей. Два в одном. Мы брызгаем одежду. Ну, я снимала пару раз клещей со штанов, но Ну, дальше... на одежду они цепляются, да, на тела не кусают. Так, Сапрыкин Костя, привет, девчонки, привет из Минска, классно выглядите, красная помада, возбуждающая, спасибо. Ребята, которые иностранцы, мы обязательно переведем наш прямой эфир, поэтому мы все ваши сообщения видим, но постараемся потом их попереводить, поотвечать на них, но, к сожалению, вот сейчас в прямом эфире... Да, не очень получается быстро да, это мы делать. мы не сможем просто чисто физически этого сделать, поэтому мы всех видим вас, всем привет, большое спасибо, что вы нас смотрите, но все постараемся вам перевести чуть-чуть попозже. Вот здесь Кларенс Янг спрашивал, в будущем, в 2030 году, если правительство разрешит людям туда ездить, будет ли это по-прежнему весело? Ну, конечно, пропадет экстрим, наверное, уже адреналина столько не будет, но те, кто любит зону, я думаю, что они будут по-прежнему ходить, посещать те объекты, которые им нравятся. Ну, и зона не умрет. Ну и, конечно же, в 2030 году вряд ли правительство разрешит людям туда ездить просто так. Ну, это сейчас все в рамках туризма. То есть вы можете приехать в зону в качестве туриста, посмотреть на все эти объекты, не подвергая себя никакой опасности. Это полностью легально. Пожалуйста, туроператоров сейчас на рынке полно. Если вы хотите сейчас поехать, можно это сделать. Не обязательно идти в поход. Так, Зильвернас Килопманос, извиняюсь, если читаю неправильно, спрашивал нас, откуда приехала Светлана. Светлана приехала из Киева. Она приехала в Москву из Киева. Да, много тоже вопросов было, как мы границы пересекаем. Границы пересекаем, я вам открою секрет, немножечко личного все-таки расскажу. Я просто русская, поэтому я пересекаю нормально. Мне никаких препятствий не учиняют пограничники, поэтому я свободно могу приехать себе на родину. Людмила летом тоже сделала подвиг в карантин, пересекла границу. Это было тоже связано с небольшими сложностями, но все было преодолено. Подробности тоже рассказывать не будем. Успешно приехала, успешно сходили в поход. О том, как наш поход закончился, смотрите тогда. Да, у нас еще выйдут дальше ролики, видео. Пока мы еще не до конца смонтированы. Динар Галюрин спрашивает, как пришло в голову пойти в зону отчуждения. У каждого из нас разные пути были. Людмила сама расскажет, и я тоже вам расскажу. Как тебе пришло в голову пойти в зону? Но если честно, да, я, наверное, как и большинство людей, поиграла в игру Сталкер. Меня очень впечатлило, и мне захотелось... И потом я узнала, что действительно существуют такие места, и действительно, и мне захотелось посетить их, посмотреть, как там на самом деле. А потом влюбилась в эти места. И до сих пор влюблена. Ну, Светлана? Я с детства интересовалась, как первое мое воспоминание вообще о зоне отчуждения, это я увидела какой-то видеоролик в новостях, посвященный годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. И тогда меня эта тема заинтересовала, я стала
какие-то статьи читать, находить какую-то информацию. И, естественно, себе еще тогда в далеком детстве пообещала, что я поеду в Чернобыль. Ну и, собственно, мой путь был достаточно долгий. Впервые я попала в 2013 году туда. Ну и вот до сих пор зона не отпускает. Зона вообще такое место, оно очень многих людей затягивает. Люди, которые побывали там хоть раз, возвращаются туда снова и снова. Да, затягивает. Так, Денис Тельмашов спрашивает, как мы вообще так близко прошли. Впервые вижу, что кто-то так близко прошел возле АЭС. Я в шоке, какие были ощущения. Денис, ну, мы тогда были такие уставшие, мы были 3 ночи почти без сна. Каких-то, ну, восторг, да, был, потому что непосредственно рядом со станцией прошли. Там проезжают только работники. И туристы на автобусах вот так пешком, там могут ходить только работники зоны. Ну, это, конечно, удивительно, что мы там прошли, были незамечены. У нас просто не было другого выхода. Уже расцвело, уже было утро, и все остальные обходные пути, они были для нас закрыты. Да, это было решение такое достаточно трудное, пройти мимо станции. Ну вот, сыграли на вот такой внезапности и прошли незамеченными. Но не советую там ходить. Александр Ермолинский спрашивает, будут ли броды. Нет, мы все знаем, что вы любите наши броды, но бродов сегодня не будет. Сегодня именно он спрашивает? Ну вот сегодня. Броды будут сегодня? Нет. Ну, если только потоп начнется. Всемирный. Так, ладно. ДМХ. Скажите привет, Димас. Привет, Димас. Привет, Димас. Так. Лакизов Виталий, концерт в Градирне это что-то. Ты певица. Спасибо. Это. Мы, на самом деле, было очень сложно, потому что мы сколько прошли? 30 километров или 40 где-то даже. С тяжелыми рюкзаками, не спали 2 ночи. Мы очень жутко устали. Еще нам пришлось в Городирню очень долго ждать, когда мы сможем исполнить нашу творческую акцию. И поэтому могло бы быть, конечно, получше немного. Ну, это все импровизация, можно Да. сказать. У нас мы И действуем. подольше. Да, мы действуем по обстоятельствам. Обстоятельства сложились так не совсем в нашу пользу. Уже расцветало, и вот все, что успели, все сделали. Андрей Носов, привет, девчонки. Постоянно смотрю ваши приключения. Вы молодцы. Надеюсь, что будете нас также радовать в дальнейшем. Спасибо большое. Мы тоже надеемся, что вы будете дальше смотреть наши ролики, и мы тоже их будем выпускать. Будем снимать для вас что-то новое интересное. Так, Чин-Чин, наш спонсор нашего канала. Я вижу кота Людмила, а лайки Светланы нет. Мои лайки дома. Нет возможности и собак, и кошек. Да, собаки с кошками не очень хорошо ладят, поэтому ставим кота одного. Все, у нас вопросы. Вот Ну, Андрей чатик. спрашивал. А вы не имеете отношения к атомной энергетике? Уж слишком точно вы называете объекты на ЧС. Далеко не все могут правильно произнести слово градирование. Но, Андрей, мне кажется, в этом ничего сложного нет. Если кто-то ходит туда из сталкеров, наверное, маломальски изучает этот вопрос, куда он идет, зачем идет, опасно это или нет. Ну, мы тоже интересуемся, куда мы ходим. Михаил Попов спрашивает, если соберусь идти, могу вас спросить совета по походу. Конечно, ты можешь написать нам, мы всегда поможем, подскажем всем, чем можем, поделимся своими знаниями. А также у нас есть и видеообзоры. У нас есть, да, видеообзоры наших вещей походных. Если вам интересна подобная тематика, мы можем и дальше продолжать снимать и распаковывать наши рюкзаки, показывать, что там и как мы упакованы в нынешнее время, что мы с собой берем.
Ну, спрашивает кто-нибудь Денис что-нибудь. Хакимова, какова цель ваших походов? Цель наших походов – это проверка себя на прочность, и это посещение нашего любимого места, зоны отчуждения. Мы ходим туда наслаждаться свободой, наслаждаться ее атмосферой, и вот в зоне отчуждения ты наполняешься энергетикой, ее особенной энергетикой. Вот мы ходим туда пополнять свои запасы. Это просто так словами не объяснить, к сожалению. Нужно, наверное, сходить туда, прочувствовать это все на себе, и потом, наверное, каждый решит для себя, стоит ли дальше продолжать такие походы, или все-таки лучше сидеть дома на диване. Сергей Валентинович спрашивает, Люда, ты замужем? Ну, наверное, как вы заметили. Так. Алексей Черкасов, привет всем сталкерам, привет. Фэрджой спрашивал, планируете ли походы не в зону, например, простые туристические походы на несколько дней? Да, планируем, очень хотим в такие походы и думаем, что в ближайшем будущем, наверное, совершим их. Ну, мы надеемся, да, ребят, сейчас же не походный сезон, сейчас холодно. Есть люди, которые хорошо холод переносят. Мы, девочки, щупленькие, нам будет в таких неблагоприятных погодных условиях немножечко некомфортно. Ева спрашивает, с Полесскими встречались в зоне? В зоне встречались с Полесскими? Однажды мы хотели с ними встретиться, но наши пути не пересеклись, но хотели, да. В жизни, в реальной жизни, не в зоне мы встречались. Вообще мы стараемся в зоне поменьше встречаться, да, с другими людьми, как сталкерами, так и не сталкерами. Да, поэтому мы хотим более конфиденциально оставаться незамеченными. Так, Джанис Азолс. Я извиняюсь тоже, что я могу неправильно прочитать ваш ник. Людмила, вы очень красиво поете, спойте что-нибудь. Мы ждали такого вопроса. Сейчас Людмила подготовится. Да, давайте в конце что-нибудь вам споет. Если останется время. Не распевалась, честно. Так. Зайнеп Хакимова говорит, что я уставшая. Нет, я не уставшая. Ну, возможно, плохо спала сегодня ночью. Так нет. Еще один вопрос от Сергея Валентиновича. Замужем ли Людмила? Уже отвечали. Омвер Каоро. Привет, девчонки. А если вас поймают, что с вами сделают? Сейчас пока предусмотрен штраф для граждан другой страны. Это будет еще и скороченный срок пребывания в Украине, то есть это будет депортация и штраф. В ближайшем будущем уже разработан законопроект, хотят перевести вот эту вот статью 46.1 в Уголовный кодекс Украины и соответствующее наказание. Там будет огромный штраф и лишение свободы до 3 лет. Поэтому пока есть такая возможность, мы будем ходить, пока за наши сталкерские поласки не назначили уголовную ответственность. Мистер Грек или Грек спрашивал, чья идея была первый раз пойти в ЧЗО и с какой конкретной целью? Ну, у нас со Светланой мы встретились в 2013 году, и у нас у обеих была такая цель сходить в нелегальный поход в зону, и мы очень долго разрабатывали план, прорабатывали, и у нас тоже есть об этом ролик. Да. В 2014 году мы все-таки решились, пошли. Это наш был первый поход, не совсем удачный. Готовились плохо. Точнее, мы считали, что мы хорошо готовились, но были беспечные, молодые, да.
просчитали. Так, немного. диванный эксперт, где вы познакомились, как вас свела судьба? Нас свела судьба в зоне отчуждения. Познакомились там. Да, мы ездили изначально в официальные поездки туристические. Там мы познакомились и решили, что нам на самом деле недостаточно той информации и того, что нам там предоставляет, поэтому мы решили все-таки Нам хотелось попробовать немножко, сами. да, больше свободы и независимости. Конечно, в турах легальных такого мы не получим. Чернобыль Зон Radioactive Team спрашивает, как вам отправить донат? Донат нам отправить пока невозможно, но вы можете воспользоваться суперчатом. А также оформить спонсорство и подписку на наш канал. Суперчата можно воспользоваться, внизу есть значок доллара. Когда вы на него нажимаете, Да, здесь там можно, выскакивает супер стикер, либо можете отправить, можно либо отправить платное суперчат. да, сообщение или супер стикер. Всем донатам и всей помощи мы будем очень рады. И если деньги какие-то с этого стрима соберутся, то все они пойдут в развитие нашего канала, в покупку новой техники, потому что мы снимаем на вот то, что у нас есть, на самое обыкновенное оборудование. Да, жаловались, что очень большая тряска. Ну, к сожалению, вот у моего аппарата нет стабилизатора, поэтому возникала такая небольшая, скажем так, тряска. И не совсем приятно, да, смотреть такие видео, но, к сожалению. Валенков, да, обнаженки не будет. Так. Сколько лет мы уже ходим в Припять, Андрей? С 2014 года. Вот ходим именно в походы, да, с 2014 года. А Людмила, ты с какого года ездить начала? Ну, ездить начала с 2012, кажется. Ну вот Людмила с 12, я с 13, первый раз, первые наши легальные поездки были вот в эти года. Ну и по сей день, и дальше, надеюсь, продолжим. Со здоровьем у нас все в порядке. Андрей Хоровец спрашивает. После этих походов. Пока не жалуемся. Сколько уже? 6 лет? За 2014. Ну да, мы же проверяемся регулярно достаточно, поэтому с нами все в порядке, да, здоровьем, со здоровьем все окей. Сергей Михайлов спрашивает. Светлана, вы замуж не хотите? На личные вопросы, извините. Да, статус-кво. Берете ли вы с собой какие-нибудь защитные средства, кроме мощного оперного вокала Люды? Из наших защитных средств мы обязательно берем с собой баллончик газовый. И у одной, и у второй он есть. Мы берем с собой перочинные ножи. Каких-то других средств защиты нам не требуется. Во-первых, мы избегаем встречи с другими людьми. И что касается диких животных, ну, если вести себя определенным образом и изучить их повадки, прежде чем отправляться в такой поход, то надеюсь, что все будет нормально. Но от случая никто не защищен. Ты по порядку читаешь? Ну, как бы, да, стараюсь. Потому что у меня здесь все летит, я ничего не могу Я почитать. тоже, да, друзья, но мы не успеваем. Это наш первый, первый стрим, поэтому не обессудьте, извините, если кого-то пропустим. Да, ну вот хотелось бы, конечно, наших еще спонсоров отметить. Тревор Помрой. Да, поет отлично. Это Людмила хорошо поет. Спасибо большое. Мы очень рады, что вам понравилось. А, Хотя бы, да. хотя и такие ролики очень мало набирают просмотров, но мы надеемся, что все-таки они будут больше интересовать наших зрителей, чем остальные наши видео. Так, Анта Давид шлет нам палец вверх. Привет, спасибо за спонсорство, спасибо за поддержку. Так, Дмитрий Арышев смотрел все видео. Почему Светик сегодня такая серьезная? Нет, я не серьезная. Я не знаю, почему вы все думаете, что я уставшая или серьезная. Светлана у нас просто сосредоточена. Да, я просто сосредоточенно читаю ваши сообщения. Да. И старается не пропустить. У меня здесь все летит просто. Светлана и Людмила, есть ли шанс когда-нибудь с вами сходить в зону? Дима спрашивает.
Наверное, шансы минимальные. Ну, да, мы выбираем именно походы вот вдвоем, либо еще кого-то знакомого, наверное, мы бы взяли. Вот и какого-то человека, с которым мы хорошо знакомы и общаемся в повседневной жизни. А подписчиков мы не берем с собой. Так, Антон Ретенников. Девушки, был момент, когда вы были в кадре топлес и в будущем ждали чего-то подобного? Это такой пикантный вопрос. Оставим его без ответа. А чего мы ждали? Чего? Ну, топлес хотят. Топлес. Сегодня топлеса точно не сегодня будет. не будет, то что? Так, Припять чернобыльцев. Дайте совет в первый раз, как идти, легалом или нелегалом. Ребят, мы не продвигаем нелегальное посещение Чернобыльской зоны, потому что это связано с определенными рисками. Поэтому, если вы хотите посетить это место, то лучше всего выбрать легальный способ. Заказать себе экскурсию. Сейчас очень много сайтов, и хотите, можете посмотреть в однодневную, и вы посмотрите, ознакомитесь вообще, понравится вам это место, стоит ли вам вообще туда ехать или не стоит. Уже дальше будете для себя решать. Для первого знакомства, конечно, нужно ехать легально. СН пишет нам, смотрела все ваши видео, кое-где есть замечания по съемке в первых видео, но потом вроде бы стало лучше. Ребят, конечно, первые наши ролики, ну... Мы вообще не планировали. Мы да. снимали просто для себя, чтобы потом посмотреть когда-нибудь в старости, например. И то, что мы выложили это все на YouTube, и людям понравилось это, и мы стали снимать дальше. Ну а первые ролики, это первый блинкомом, конечно. Мы тогда еще не обладали никакими ни навыками, ни знаниями, ни по съемке. Ни техникой. Да. Ну, техника, вот, конечно, мы стараемся все деньги тратить на улучшение нашего канала и контента. Так, Александр Каташев спрашивает, что вы берете с собой для защиты от диких животных и насекомых. От животных перцовый баллончик, от насекомых спрей. Ну, у нас все в спреях, да. Да и от диких животных, ребят, на самом деле от диких животных такой защиты как таковой не нужно. Они не нападают на людей. Медведь, да, определенная опасность есть, но если вы будете достаточно громко передвигаться по лесу, и он это услышит, он никогда на вас не нападет, если только он не с медвежатами, там, не вторгнемся на его территорию, и он не будет защищать свою. Ну, а еще мы от животных пели. Да, вот в нашем походе, в начале этого похода, конечно, мы уже знали. Кто-то нам, смотри, кто-то нам уже закинул 40 рублей. Ювентус, спасибо вам большое. Да, наш первый супер стикер это, да? Да, супер стикер. Да, спасибо большое. Так, Иван Катан. Коллаборация с другими блогерами, сталкерами будет ли? Ну, ребят, возможно, когда-нибудь и будет, но пока нет. Пока мы хотим вот развиваться в таком направлении, сами снимать, сами ходить, и пока с другими ни с кем не планировали пересекаться. Ну, если встретиться в зоне. Да, если только в зоне с кем-то встретимся, а так какой-то коллаборации как таковой мы не планировали. Так, вот Владимир Тарабин, да? Да. Интересный вопрос нам задал. Как думаете, почему вокруг ЧИЗО возникло так много фантастических домыслов, даже целый пласт литературы возник? Ну, зона отчуждения, смотрите, люди, которые, допустим, вот такое поколение, которое еще даже до игры читали и смотрели Тарковского, читали... «Пикник на обочине», да, читали Стругацких. «Пикник на обочине». Там очень тонкие грани, и кажется, вот люди туда идут за какой-то романтикой, в эту зону. И... Ну, а пласт литературы возник, конечно, после игры, после... Может быть, кому-то нравится постапокалиптический мир. Постапокалиптический мир, да, и... Потому что очень много игр
на эту тематику. Ну, не знаю, кто-то видит в этом романтику, скорее всего. И тут вот, пожалуйста, в реале можно сходить туда, и окунуться в это и понять, что это такое. И как бы было бы, если б такое, как в Чернобыле, было бы по всему миру. Ну, не дай бог, конечно. Так, Алексей Вирютин. Как дела обстоят с хищниками? Вот как тогда в видео с волками. Ведь ЧЗО все-таки безлюдное в целом место. Да, с хищниками дело, допустим, с волками много, достаточно много волков, есть рысь, и даже есть свидетели прямые, что видели рысь вживую с котенком. Есть медведи, но пока случаев с людьми, вот таких вот трагических, не было. Ну, мы надеемся, что все-таки зона отчуждения останется таким заповедником, и как такового отстрела охоты на этих животных не будет. Но мы встречали кабанов, потом мы видели енотовидная собака. Да, наверное, мы это видели была. енотовидную собаку, мы видели кабанов, мы видели очень большое количество косуль, лошадей Пржевальского. Волков мы слышали, и слава богу, наверное, что мы их не видели. Медведя пока вживую никто из сталкеров не видел. Следы видели. Следы видели, да, уже в этом году. О, так. Дмитрий Абрамов подарил нам стикер на 279 рублей. Спасибо большое. Мы очень Спасибо ценим. большое, да, Дмитрий Абрамов. Вообще даже неожиданно, что кто-то нам кидает донаты. Всем спасибо, ребят. Все собранные деньги пойдут в дело, пойдут в развитие нашего канала. Мы будем стараться делать более качественные видео. Качественный съемки. контент, да, качественная съемка, чтобы вам было приятнее смотреть. Так, СН пишет нам технический вопрос, какой техникой пользуешься для съемки. Заметил Canon и Samsung Action не распознал. У нас телефон, у нас фотоаппарат и у нас, что еще, GoPro. Вот вся наша техника. Еще DJI Osmo. Это вот из последнего. Все. Вот это наша техника. Мгм. Андрей Журенко, девчуль, вы супер. Будет ли поход в зимнее время? В зимнее время пока не планируем, потому что холодно. Это нам нужно еще кучу экипировки покупать и в зимние штаны. И туда же, так как летом не пойдешь просто. Готовиться надо гораздо лучше, ну и, соответственно, гораздо больше затрат уйдет на поход. Ну и мы не очень любим холод на самом деле. Речку в холод переходить не очень хорошо. Легкий экстаз спрашивает у нас, где у нас ссылка на донат. Ссылки на донат у нас нету. Если вы хотите поддержать нас, воспользуйтесь, пожалуйста, суперчатом или суперстикером. Или станьте спонсором нашего канала. Да, тут внизу есть. Да, все ссылочки есть в описании. Николай, скажите, в зоне природы сильно отличается? А что вы имеете в виду, как отличается от природы Украины? Это обычная полесская природа, Полесский край. Смешанные леса, частично сосновые леса, болота, вот. Речки, болота, леса, да. все, в принципе, то же самое. Антонио 25, Люда и Света, как вы познакомились? Познакомились Мы мы. же отвечали Да, на мы вопрос. уже отвечали в начале. Это знакомство наше состоялось именно в зоне отчуждения при поездке. В официальную Да, поездку. в официальную поездку в 13-м или в 14-м году. В 13-м. Да, в 13-м году мы ездили вместе, и вот с тех пор дружим. Ну, вот как раз и ответили попутно еще на несколько вопросов. Так. Сапрыкин Костя, Людмила, как к походам относится муж?
Замечательно. Муж тоже ездил раньше, до 2014 года, в зону отчуждения много раз. Тоже ее посещал, тоже ее любит. Поэтому мой муж относится хорошо. Не запрещает. Владимир Нечмилов. Какие у вас дальнейшие планы по созданию контента? Дальнейшие планы. У нас в планах есть еще несколько мест в зоне отчуждения, которые мы бы хотели вам показать. Не будем говорить каких, чтобы не спойлерить. Их там еще очень много. Их там действительно много, несмотря на то, что сейчас в зоне отчуждения вообще очень большая куча блогеров, которые снимают абсолютно разнообразный контент, но именно у нас есть такие планы и есть такие места, которые мы вам еще хотели показать, осветить некоторые такие вот места. А если контент, который не связан с зоной отчуждения, то тоже, конечно, сходили бы в какой-нибудь поход обязательно. Все-таки Россия и Украина две такие страны насыщенные, поэтому все следите за каналом, все увидите. Мы будем выпускать видео регулярно. Сергей Родионов. Поход в одиночку — это подвиг. Да, спасибо большое. Это было действительно тяжело и достаточно страшно. Так, опять как вас отпускают мужья? Мне нужно было на кладбище. Не жутко было на кладбище ночью ночевать? Было... Нет, не было жутко. Мы на самом деле... Жутко было вне кладбища, да, друзья. Испугались больше того, что было за пределами кладбища. Кладбище хотя бы было обнесено забором, и животные... Не все животные могли туда проникнуть. Мы почувствовали там себя в безопасности, на самом деле, потому что действительно мы услышали очень громкий грохот. Очень громкий, и... Поэтому... Скорее всего, это был лось или олень, и мы шли в конце августа, да? Да, это было в конце августа. В конце августа мы ходили, это начинался уже гон у этих. Они орали очень сильно, а мы не могли отличить, это лоси или медведи были, поэтому мы зашли на кладбище, развели небольшой костерок, и там было не страшно, абсолютно. И атмосфера там была вполне... Так, Андрей Журенко, принимала ли нас охрана в зоне? Нет, мы беспротокольные. Если такие еще есть. Мы пока беспротокольные. Мы очень аккуратные. Ну да, мы... Надо сплюнуть, конечно, но нет, пока таких случаев не было. Дивный диванный эксперт, Люда, ты супер. Спасибо. Приятно, на самом деле, когда люди пишут нам комментарии, а не наоборот. Так, Дмитрий Махно, привет, хорошего стрима. Роман Николаевич, привет из Краснодара, привет. Привет, Краснодар. Вот, долгожданный вопрос. Александр Савельев, вы лесбиянки? Тоже ждали такого вопроса. Ну вот где вы видели, что мы были лесбиянки? Если вы исходите из названия, то Лис расшифровывается как Людмила и Светлана. Да. Мне кажется, ни в одном видео не было ни одного намека на то, что мы какой-то другой ориентации. И мне кажется, что, друзья, глупо уже постоянно задавать эти вопросы. Так, Свояк Полесский опять нам пишет, встречались ли в зоне мы с другими сталкерами? Нет. Я встречалась, но это было, скажем так, со знакомыми людьми. Это было мой одиночный поход. И, слава богу, я тогда встретила знакомого человека. Встреча была благополучная. Мы на самом деле встречали, не знаем, кто это был. Это было в позапрошлый 2018. В 2018 году, да. Мы встретились с ребятами, 4 их было, если не ошибаюсь. Да, в Копачах. Они нас вперед увидели, чем мы их. Естественно, все друг друга испугались, потому что все было в сумерках, а мы были упакованы в наши плащи. Замечательные, очень яркие. Было стрёмно, но тоже мило пообщались, обменялись контактами, разошлись. Это было ночью, да, поэтому там
Гусар GoPro. Расскажите про самый адреналиновый момент ваших походов. Ну, какой у тебя был адреналиновый момент? Адреналиновый момент, на самом деле, мне кажется, это вот когда только забрасываешься в зону, проходишь колючку, и, как правило, это бывает ночью, и не всегда мы находим тропу, блуждаем просто по лесу, и тут очень становится страшно, не столько за то, что могут поймать, а то, что могут напасть животные Ну, дикие. страхов много, на самом деле. Темнота, это все связано с тем, что совершенно по-другому воспринимаешь обстановку. То есть ты не видишь, ты уже на свой основной источник информации на глаза не можешь полагаться. Ты начинаешь прислушиваться, ты начинаешь принюхиваться, каким-то шестым чувством своим прислушиваться. Обостряются, да, Обостряются все чувства. а потом уже в дальнейшем они притупляются. А еще по поводу адреналиновых моментов, наверное, в Градирне, когда мы Да. сели в центр, и хорошо, что мы зашли в домик и вот в будку, да. Сварщиков. Там было страшно реально, потому что мы сидели в полной тишине, мы были расслаблены, мы готовились к концерту, отдыхали, и тут со всех сторон голоса, свет, Фонарики. шум. И испугались, да. Да, это был День независимости Украины. Это был день украинского флага, и была Украинского. запланирована акция по трансляции и проекции на Градирню, на Чернобыль-2 на антенны и На станцию. на станцию, да, и еще в Припяти. Да, и вот с 11 или с 12, наверное, ночи до 4 или до 5 утра демонстрировали флаг. И мы как мышки сидели, ждали. Людмила, посмотри, ну люди... Анатолий Герман опять спрашивает, когда замуж? Ребят, Мы условились уже не отвечать на личные вопросы. Отвечаем так на те вопросы, которые связаны с зоной, с походом. Если что-то вас интересует из этого, мы ответим. Так, Александр Орехов. Много у вас видеоматериала накопилось, много серий еще будет. Достаточно. У нас видеоматериала достаточно много. Мы старались снимать все, что возможно. Поэтому, да, серии еще будут. Смотрите, следите. Так, Василий Осипов. Привет, девчонки. А есть в зоне такое, что вы сняли, но не хотите показывать? Конечно, есть. В кадр попадает все, что возможно. Да, это если да, смотреть все наши ролики, то, конечно, такое YouTube не пропустит. Да, к сожалению. Или к счастью. Так, СМ еще раз нам задает вопрос. Какие именно походы Перевал Дятлова? Ребят, ну мы планы свои не будем, конечно, рассказывать, потому что хочется, чтобы они все-таки воплотились в жизнь, а вы потом сами все увидите. Если там Перевал Дятлова, наверное, пока нет. Тут нам 100 рублей 100 рублей нам зачислил Александр Михальцов. Откуда цитата «Счастье для всех даром, и пусть никто не уйдет обиженный». Ребят, это последние строки романа Стругацких «Пикник на обочине». Ага, вот смотрите, фан-фан, девчонки, кто из вас кто? Как нас зовут? Меня зовут Светлана, Людмилу зовут Людмила. Я Людмила. Я Светлана. Эх. Так, Дмитрий Гусаров. В последнее время говорят, что охрана в зоне работает очень хорошо и стали устанавливать камеры наблюдения. Доводилось ли вам сталкиваться и приниматься охране? Нет, нас зона уберегла от того, чтобы мы кому-то из охранников попались. Нет. На самом деле мы очень аккуратны, и мы ходим теми маршрутами, которые, наверное, очень редко ходят другие сталкеры. Они, во-первых, эти маршруты очень длинные, и не каждый пойдет по такому маршруту. Последний поход мы до Припяти шли 3 ночи и 3 дня. Так, Антонио 25. Светлана, вы замужем? Да, я тоже замужем. Мы замужем. Мы замужем. Что там? Да у нас постоянно вот Антон Веретенников никак не успокоится. Антон, были мы в кадре топлес, да, были.
Стоит ли ждать? Ну вот, смотрите наши видео. Все возможно, может, что-то увидите там. Стрим сохраните, Иван Катан. Да, да, конечно, сохраним стрим и переведем его на все языки, надеемся. Это будет не сразу, потому что это очень тяжело писать субтитры кроликам, и поэтому будет не очень быстро. Может быть, через месяц, через два. Так, это что, Джавантус, правильно я читаю? Джувентус. Джувентус. Ювентус. вот, Или Ювентус. Девчонки, один доснимал, сейчас сидит. МШ звать. Может, слышали такого? Да, слышали про МШ. И очень жалко, что наши власти так относятся к блогерам. Это абсолютно, на мой взгляд, безобидный человек, который... Ну, попался он ни за что. Вот просто попался ни за что, не повезло. И очень жаль, что он теперь вот в такой ситуации. Надеемся, что там все разрулится. Мы можем пожелать ему только скорейшего освобождения и разрешения этой ситуации, потому что это ужасно. Человек блогер, человеку нужно... Он этим деньги зарабатывал, естественно, ему нужен был контент, ему нужно было снимать, чем он и занимался. И да, вот. Мы всего, конечно, не знаем, что там на самом деле происходит, поэтому комментировать не будем. За что он посажен, за что наказан. Как со здоровьем у них после этих походов, Андрей Хоровец? Ну, как видите, живы-здоровы. Ну да, волосы, смотрите. Да, волосы нормально. Пока все в порядке. Так. Не вылазит. Да, у нас... Это не вылазит? Ну, что-то там вылазит, конечно, но, как видите, еще шевелюра на месте. Так, сам Рут или Сэм Рут. Укажите Сбер и Яндекс. У нас, к сожалению, нет ни того, ни другого. Если вы хотите нам помочь, вы можете вот там, вот, где пишете сообщение, нажать на $, и отправить нам суперстикер или платное сообщение. Так, Андрей Носков, вы перешли на уровень. Огурец молодец. Спасибо вам за подписку и за то, что вы стали спонсором нашего канала. Так, Марк Колгант. Могу я вам лично задонатить? Хорошо, задонатить, желательно на этой кровати. Отличный вопрос. Боюсь, что у вас не получится просто это. Да. Так, Сергей Михайлов. Светлана, вы замуж ли не хотите? Я уже. Давай не будем читать одни и те же вопросы, и мы ставим быстрее дальше. Так, это мы все видели, это видели. Светлана и Людмила, есть ли шанс когда-нибудь с вами встретиться? Сходить в зону? Но, скорее всего, шансы минимальные, потому что в зону мы ходим вдвоем со Светланой. Hello, Бразилия. Бразилия нас смотрит. Hello, Бразилия. Александр Михальцов говорит, чтобы я 50 грамм хряпнула, но я за рулем не могу. Зачем? СМ нас спрашивает, а платье всегда с собой в зону берете или только для перформанса? Это была запланированная акция. Взяли с собой платье специально. В последний поход, к предыдущий не брали. Ну и смотрите дальше наше видео. Дальше мы покажем вам нашу фотосессию в платье. Владимир Соболь, привет с Украины. Девчонки, вы крутые, снимайте интересный контент. Скажите, а будет видео, когда... Что? Перехвата, будет ли видео, где вы возле установки для перехвата ракет? Вы имеете в виду, что загорелась дуга? Да, я надеюсь, что мы когда-нибудь туда попадем. У нас есть видео уже на нашем канале про дугу после пожара. Так, тут нам еще 100 рублей. Смирнов Дмитрий, спасибо вам большое. Вы нам послали 100 рублей на развитие канала. Мы вам очень благодарны. Спасибо. Так, Александр. Это кто?
Чернин просит помахать ручкой. Привет. Так, Динар Галиулин. Если не секрет, сколько все это вышло по деньгам со всеми покупками и поездками? Ну, смотрите, это нужно рассчитывать. На самом деле поход дело не бюджетное. Смотря откуда вы едете. Смотря откуда вы едете. Сколько дорога обойдется. Во-первых, да, даже если вы украинец, то вам все равно нужно потратиться на еду, вам купить даже абсолютно вот эти вот простые бич-пакеты и роллтоны, дошираки и картошечки, это все тоже стоит денег, поэтому меньше, чем на $100 рассчитывать, наверное, не приходится. Плюс доставка, такси, снаряжение, если у вас нет своего рюкзака. Ну, это не бюджетное. Ну, меньше, конечно, чем в официальные поездки. Ну, смотрите, в официальной поездке вы за один день сели в автобус, приехали, вас там покормили, вам там все показали. Здесь вы сами еду в рюкзак тащите на плечах. Еще был один интересный вопрос нам задавали. Юрий Кучер нас спрашивал, какое количество и на сколько дней у нас расходуется вода. На самом деле, да, это очень интересный вопрос. Многие нам писали, что и приводили в пример, что все сталкеры несут с собой воду, и каким-то образом им этой воды хватает на весь поход. На самом деле, друзья, это не так. Вы не унесете с собой столько воды, сколько вы будете употреблять. Тем более летом, когда вы в жару идете с тяжелым рюкзаком на плечах, и идете вы не медленным шагом, идете быстро, потеете, естественно, и вы расходуете очень много воды. Вы никогда в жизни не унесете с собой столько, сколько вы там выпьете. Мы со Светланой брали в последний поход 4 бутылки по 1,5 литра. Ну, ребят, смотрите, если вы идете в такое осень-весна, то 3 литра как минимум вам нужно брать. Расходуется Да, на это питье, всё, на питье, на приготовление. готовку, это все расходуется очень быстро. Нам летний период, нас хватало на меньше, чем на сутки вот этих вот 3 литров на человека. То есть Да. мы с собой вышли, взяли 3 литра воды, дошли до реки, там пополнили опять же эти 2 бутылки, дошли до следующего источника воды, опять же пополнили эти бутылки. Кто-то нам заслал. Это Это уже мы было, читали, да? Я смотрела здесь. Ну давай. А ты по порядку тогда читай мне. Читай по порядку, а у меня вот они просто так вот листаются. Что интересно? А Йети видели? Нет, те не водятся в Чернобыльской зоне, им там слишком жарко, это же Украина. Так, Александр Михальцов нам платное сообщение прислал, 100 рублей. Как вы относитесь к творчеству ребят с канала Криосан? Их ремонт еще жив. Мы не были в квартире Криосана, не знаем, жив их ремонт или нет. Ну, в принципе, хорошая идея. Почему бы не отремонтировать, если есть такое желание и возможности? Мы, к сожалению, не можем заниматься ремонтом, потому что мы хрупкие маленькие девочки, и стройматериалы на себе тащить 40 километров не представляется нам Да, и потом, возможным. ребят, ну невозможно все снимать одно и то же. Сейчас достаточно много кто снимает вот и освещает эти проблемы. Криосан занимается своим, мы занимаемся своим. Какие-то другие блогеры, иначе было бы неинтересно вам смотреть. О, вы в эфире. О, ребят, извините, у нас тут перебои с интернетом были небольшие. Теперь их нет. Теперь Андрей нам закинул 100 рублей. Куплю нередактированное видео. К сожалению, они не мы продаются. не продаем их, да. Может быть, когда-нибудь мы сделаем такое видео У нас кот живет. про кадры, о том, про те кадры, которые не вошли когда-нибудь в будущем. Что там дальше?
Привет из Ташкента. Привет из Узбекистана, всем здоровья и счастья. Очень рада за вас, девочки. Спасибо вам за видео про Чернобыль. Просто атмосфера в Чернобыле напоминает мне мое детство, ностальгия советских времен. Да, именно за ностальгией очень многие тоже ездят в Чернобыльскую зону, потому что там кусочек советского прошлого. Это все там осталось. Роман Сникко, привет из Беларуси, город Витебск, смотрю ваши видеоролики, но если можно пообщаться больше, посещайте больше объектов в Припяти, показывайте их, рассказывайте, а то в основном дорога туда и дорога сюда. Спасибо за ваш контент. Смотрите наши ролики, там и про Припять тоже очень много, так что все впереди, следите. Один из наших спонсоров. Очень длинное название, к сожалению. Израиль. School of Combat. Написал нам, что, девчонки, я дарю вам камеру GoPro 9 в качестве спонсора. Говорите ли вы по-английски? По-английски говорит Яндекс.Переводчик. Да, И мы пользуемся его услугами. Мы на всех языках говорим с помощью переводчика. И, конечно, мы будем рады такому подарку, если это действительно правда. С удовольствием примем его в дар. Так, Сад спрашивает, а где видео из Припяти, будет или нет? Да, будет впереди. Все, смотрите, там еще вас ждет много интересного. Все будет. Тревор Помрой. Мне нравится, что вы цените романтику заброшенных мест. Ну вот нам тоже нравятся эти места. Так, ну давай, он что, будет на кровати блевать, что ли? Нет, он не блюет, он просто подхаркивает шерсть. Адреналина, что вы, наверное, получили в первый поход, Антон Курагин пишет. Ну, конечно, в первый поход было очень много адреналина. Мы были еще неопытные, первый раз пошли, и ночью. Мы, в принципе, рассказывали об этом в нашем ролике. У нас есть такой ролик. Можете Можете нам посмотреть. задонатил 100 рублей. Спасибо большое. На доширак. Спасибо. Купим. Обязательно в следующий поход купим доширака себе. Илдус Зайнутдинов. Цели ваших походов, какие проекты еще планируете? Ну, мы отвечали, на самом деле, уже на этот вопрос. Планируем еще походы. Возможно, это будут не все походы в Чернобыльскую зону. Все смотрите на нашем канале. Всё будет Кто впереди. пропустил начало нашей трансляции, вы потом сможете посмотреть на повторе. Мы сохраним эту трансляцию, и вы можете посмотреть ответы на все вопросы. Надеюсь, что на все. Так, спрашивают, есть ли у нас дети. На личные вопросы не отвечаем. Да, ребят, задавайте вопросы, касающиеся Чернобыльской зоны, походов. Вот Мы же вам да, показываем походы. мы сейчас постараемся. Артемов, Светлана, без макияжа лучше. Вот посмотри, как выглядит хорошо Людмила. Ну, ребят, на вкус, на цвет товарищей нет. Так что извиняйте. Какая самая уютная ночь в зоне? Дмитрий Абрамов. Вы знаете, лично на мой взгляд, я бы сказала, что это ночевка на кладбище. Как ни странно, там было очень уютно. Это было действительно уютное кладбище, как Людмила сказала в видео. Ну, потому что мы очень много терпелись страху, идя до этого кладбища, и там нам действительно Ну, мы просто попадаешь в это место, и ты ощутили чувствуешь покой. да, покой, безопасность. У тебя горит костер, ты Обнесен забором. Ты обнесен забором, и вокруг только покойники. Поэтому спокойно, хорошо, отлично. Вот это было самое уютное Но мы не место и такие ночевка. мнительные, поэтому нас не смущает кладбище.
Мне кажется, там наоборот очень хорошая атмосфера. Вот спрашивают нас, проверяетесь ли вы на радиацию, сколько нахватали в Припяти. У нас с собой есть вот такой прибор, давай его сюда. Вот, Дозиметр. дозиметр Терра обыкновенный. Он измеряет альфа и бета. Он измеряет излучения. гамма и Ой, бета гамма и бета. радиацию. Также у него есть функция накопления. Вот смотри, Людмила, ты уже сколько накопила. На самом деле за поход в зону отчуждения можно накопить, как вы сделаете несколько перелетов на самолете. Это будет порядка 1500 микрорентген накопленной дозы. То есть это абсолютно для здоровья никакого вреда не приносит. Мы еще обещали, что мы по возвращении с похода замеряем свои вещи. Да, кто-то спрашивал, не фонят у нас свои вещи? Открываем вот здесь вот датчик и замерим сейчас. Не стиранные, а штаны мои. Потому что я их забыла у Светланы, она мне вот привезла их. Людмила не стирала. попросила не стирать, я не стирала, они до сих пор пахнут зоной отчуждения. Вот они, штанишки. Вот они штанишки, смотрите, ну фон в комнате. Ну на, вот прям поднеси. Видно? 0,11 микрозивертов. микрорентген, 12. Микрозивертов в час. Ну, Он измеряет. и здесь, смотрите, вот даже с открытой крышкой, которая бета-частицы фиксирует, все нормально. Ну, Все в норме. в этих штанах, да, сидели мы, но... Ну, на земле, может, я не сидела. Ну, мы ходили, достаточно в грязных местах мы тоже ходили, поэтому... Соприкасались. Сами видите, все в норме. Осталось только постирать и буду ждать следующего Да, похода. следующего похода не ждать. А вот смотри, старый. Людмила, одень, пожалуйста, очки, ты в них симпатично смотришься. Одену, конечно. В зону невозможно ходить в линзах. Я сейчас в линзах. Ну, в зону не хочется лазить в глаза в зоне грязными руками, поэтому там я предпочитаю одевать очки. Так, сейчас, секунду, я потеряла, хотела прочитать. Денис Столяров. Привет, девчонки, досы супер. Скажите, как вы ориентируетесь в зоне карты или GPS? Во-первых, карта... Зона это было в нашем первом походе по карте. Бумажные карты. Мы распечатали все в крупном масштабе, хотели ориентироваться по карте. В итоге рельеф не соответствовал действительности, потому что карта была достаточно старая. Со временем берега реки. Вот это нас подвело на подходе к Ужу. Нет, картами мы сейчас не пользуемся. Мы пользуемся Викимапией. В основном в местах, где интернета нет, у нас Maps.me. Ну и если мы идем по знакомому маршруту, то там уже нам карта не нужна. Карта не нужна, мы все и так помним. Алексей Черкесов, принимаете ли вы зону за сущность? Ну, возможно, да, возможно, что зона это какая-то сущность, потому что когда ты туда проникаешь, вот ты когда в момент пересечения колючки, ты оказываешься как будто в другом мире. Тебя кажется, что зона живая. Зона живая, зона тебя либо принимает, либо не принимает. И также мне кажется, что она либо сдает тебя, либо ты попадаешься, либо нет. Ну это вот значит принимает или не принимает. И также она должна тебя выпустить. Ты либо выйдешь без палева, либо ты попадешься, да, тебя могут накрыть вот прям вот на колючке, на выходе. Поэтому да, мы и ведем себя определенным образом, не позволяем себе каких-то вольностей, которые там позволяют себе другие люди. Так, Чернобыль Зон Radioactive Team. Для Украины спонсорство не работает, надо ставить донаты. Поставим, чтобы можно было нам задонатить и из Украины. Вопрос интересный задали, но мы до него еще не дошли. Где кот?
кот, вот он, показывает. Вот рядом со мной. Ну, он спит, он спал. Ну вот он спал, Ну, все. а теперь не спит, потому что Светлана его разбудила. Ничего страшного. Иди отсюда. Это его место, между прочим. Ну, побудь в другом месте. Валя, иди ко мне. Валя, иди сюда. Иди ко мне скорее. Иди сюда. Иди ко мне, ко мне. Иди, мой маленький. Иди скорее. Иди, мой маленький. Так, тут спрашивают, нужно ли нам тепловизор. Вы знаете, от камеры ночного видения, конечно, мы бы не отказались. Тепловизор нужен ли нет? Ну, скорее нет. Скорее нет. Больше пригодилась бы камера ночного видения, потому что ночью идем большую часть времени, и хотелось бы ночью тоже снимать. Потому что и ночью происходит очень много интересного. А наши телефоны, камеры, и даже в свете фонаря не охватывают всего, что мы бы хотели. Сергей Родионов, я бывший припятчанин, смотрю ваши видео с удовольствием. Спасибо большое, мы очень ценим, что вот и припятчане нас тоже смотрят. Большое спасибо, что вам нравится наш контент. Постараемся больше снимать в Припяти тогда, если припятчане нас тоже смотрят. Ну что, Привет и передают. пока мы с котиком ласкаемся. Так, Артем, да, кстати, почему только раз в неделю выпуски? Возможно ли проводить стримы, например, по средам, а выпуски по походам по воскресеньям? Артем, смотри, мы проживаем в разных городах, даже в разных странах, поэтому стримы каждую неделю, к сожалению, невозможно. Если бы мы жили в одном городе, мы бы с удовольствием проводили их чаще, если вам такой формат общения нравится. А выпуски по воскресеньям, потому что в это время всем удобнее всего смотреть. Ну, со стримами вот это наш первый, и потом даже я не знаю, как мы будем. Мы проводили в сообществе опрос, когда удобнее всего смотреть наши видео. И сначала у нас были по понедельникам, а теперь мы перенесли на воскресенье. Чтобы всем было... Все написали, что удобнее в воскресенье смотреть. Вадим Ветер, сколько дней длится ваш поход? Наш поход самый короткий, это был первый. Он у нас продлился, наверное, Сутки. ну, чуть больше суток. Мы Двое суток. мы пришли к колючке где-то в 4 часа, пересекли ее. Ну, и пока мы дошли до реки, уже стемнело, ночь переночевали и под вечер следующего дня вернулись обратно где-то днем. Да, в сутки первый наш поход длился, а обычные наши походы длятся 5, 6, 7 дней. Все зависит от того, как нам позволяет время. Так, Ирина Остапенко. Девчонки, часто ли вы встречаете на своем пути диких животных? Диких животных встречаем часто, хищников нет. Хищники, мы видели только следы волков, следы рысей. Следов волков очень много. Очень много волков, но они нам не встречались. Мы видели очень много косуль, дикие кабаны, лошади Пржевальского, мелкие звери, вот они Волков часто. мы только слышали. Часто на нашем пути. Старый все не угоманивается. Смотри, хочешь, чтобы ты очки надела. В этот выпуск мы вот так. Я с макияжем, Людмила без очков. Так что, ребят, извиняйте. Да. Не понимаю, что Чё там пишет. Ладно, пропустим. А вот еще СН нас закидывает вопросами. Ролик про снаряг заставил улыбнуться. Вспомнил свои первые шаги в туризме, а про обувь так вообще отдельная песня. Декатлон как магазин здесь вообще отдыхает. Вы знаете, да, но никто не обходится без ошибок. Мы в том числе, тоже были наши первые шаги
С Декатлоном, конечно, мы распрощались. Нет, почему Декатлон Ну мне вот у Людмилы подошел? нормально, а мне нет, мне не подошел абсолютно. Я очень довольна своими ботинками. Я свои теперь использую только вот для прогулок с собаками. А Людмиле подошли нормально, она в них ходит. Ну, Кому как. да, Надо тут уже подбирать. по ноге, тут уже надо смотреть, но это про обувь. Играли ли вы в Сталкера? Вопрос. Сергей Огурцов. Агурев, извиняюсь. Я играла. Я не играла, Давно еще, очень давно играла. но я зато читала очень много серий вот этих вот книг. Будет еще видео про Экипировку, питание, оборудование. Но если вам интересна эта тема, мы можем... Ребят, да, пишите в комментарии к Хотя у нам, нас уже были такие видео. если вам действительно интересно про нашу снарягу, какой-то вот такой формат, мы с удовольствием снимем вам еще более подробно все расскажем про наше снаряжение без проблем. Как только мы выпустим все наши ролики и все. Аргентина нам передает привет. Привет. Привет из Аргентины. Аргентине. Настройте фокус камеры. А что у нас с фокусом? Вроде все нормально. Нет? Нормально все. Ну, сейчас тыкну. Куда-нибудь. Так, Сергей Физов. Привет, добрый вечер, девчонки. Почему сталкер ходят и живут в квартирах, а сами не убирают? Девчонки, ходить опасно, речки чушь. Немножечко сумбурное сообщение по поводу сталкеров и мусора в квартире. Смотрите, очень много сталкерства вообще сейчас очень популярно. И не все люди, вот вы же, когда гуляете, допустим, на речке, видите же кучу мусора, люди приносят с собой, пожрали, и мусор с собой не забрали, оставили так. Сталкеры точно такие же, есть недобросовестные, которые зону отчуждения не уважают, к этому месту относятся наплевательски, вот, соответственно, поэтому они оставляют за собой этот мусор. Это мы уже читали. Читала вот эти все. Спортом занимаемся иногда. Занимаешься спортом, Светлана? Ну, Светлана с собаками гуляет, она по-любому Нет, я занимается раньше спортом. занималась конным спортом, да, сейчас пока временно нет. Людмила, ты каким спортом занимаешься? Ходьбой. Мы занимаемся походами, это основной наш спорт сейчас. Так, что вы думаете, почему насчет того, почему некоторым людям очень нравится атмосфера постапокалипсиса? Ну, я думаю, потому что люди устали вот от этой суеты, и они постоянно находятся в перенаселенном городе. Это люди, скорее всего, которые постоянно проживают в мегаполисе, и им просто хочется немножечко тишины, спокойствия, когда вокруг только природа, только вот разрушенная вот эта вот немножечко постапокалиптическая атмосфера, и нету людей за тишиной, за спокойствием. Я думаю, за это и людям нравится. Так, опять спрашивают нас про дозиметр. Интересно, сколько он накопил, во все места опасные его совали. Мы измеряли им подвал медсанчасти, мы измеряли им радиоактивный ковш. Измеряли мы? Нет, Не измеряли. Но вот подвал медсанчасти — это самое опасное место, в котором этот дозиметр побывал. К сожалению, тогда все накопления его мы тут же скинули, потому что у него функции беззвучного режима нету. Он начинает истошно орать, как только превышает порог допустимых значений, и, соответственно, мы его выключили, да, чтобы он нас не спалил. Как это прочитать? Плохо читаем. Вадим или Не. Гардарос 2. Какое место вам в Чернобыле больше всего понравилось? Ну, у каждого из нас, наверное, разные места. Тебе что понравилось?
какое-то место Ну, у больше меня всего? таких нет, как одно больше всего. Конечно же, нравится город Припять. Все в этом городе нравится. Ну и заброшенные села тоже имеют свою атмосферу. Поэтому, ну, нет такого, чтобы какое-то одно место нравилось. Я люблю вот именно станцию, мне нравится именно все, что связано с Чернобыльской АЭС. То есть я люблю ее окружение. Мне нравится третья очередь, мне нравится Градирни, мне нравится сама станция. Вот это, пожалуй, мои любимые объекты. Все, что находится максимально близко к станции. Ну и Припять, в Припяти на крыше просто волшебно. Это самое лучшее, наверное, место, когда ты приходишь, поднимаешься сюда вечером или на рассвет и Да. оказываешься посередине мертвого города в полном одиночестве. Вокруг тебя поют птицы, встает солнце, и мертвый заброшенный город — это непередаваемое ощущение, конечно. Что там еще написано? Ну, так, я просто пытаюсь иностранцев немножко перевести их вопросы. Но получается, конечно, это с трудом. Что будет с теми, кто попался? Их штрафуют. Будет штраф. Ну, мы уже отвечали на этот вопрос. Для на самом иностранцев деле. будет депортация, да. А что вы делали бы, если бы закончились зарядки на всех устройствах? Это Лулия, да. да, спрашиваю. Ну, Шли бы дальше. у что еще меня можно? такая ситуация уже была в одиночном походе. У меня перестал заряжаться телефон. У меня оставалось 50% заряда, когда я только была на пути в Припять. Ну, ничего, я дошла, экономила зарядку. А что делать? Уже отступать поздно, да, поэтому мы бы шли дальше. Как вы относитесь к вандальному движению? Станислава Полесского. Это Виктор Куриленко. У Станислава Полесского отнюдь не вандальное движение. Ремонт. Это же ремонт, это скорее наоборот. Как мы относимся? Ну, скорее положительно все-таки. Они делают более созидательные какие-то действия. Ну, хотя бы не разрушают. Они не разрушают, они пытаются восстановить хотя бы своими силами. Не сбрасывают ванны с крыши. Поэтому мы говорим скорее да этому, чем нет. Секрет кота Бориса. У кота Бориса масса секретов. Сергей Бирюков. Аномалии были. Вот вы можете увидеть у нас в последнем ролике. Да, в последнем. Была аномалия, мы вступили в какой-то желтый песок, и он был абсолютно не по консистенции не как песок, поэтому да, вот такие странные места были в зоне. Привет из Италии, Black Man. Привет. Привет, Италия. А что у вас за лампа для растения на окне? Специальная лампа для растений. Покупайся в Леруа Мерлен. Вот смотри, Дэнмен Rockstar 666. Вы не те девушки, которые в Припяти. Вы как-то изменились. Ну, естественно, мы в Припяти и в походах мы не используем макияжа. Здесь все-таки в повседневной жизни хочется быть немножечко, принарядились, да, подкрасились. Поэтому вам, наверное, и непривычно нас видеть в таких образах. А так, в поход нет смысла использовать макияж, потому что у тебя не будет достаточно воды, может не быть достаточно воды, чтобы его смыть. Зачем это? На природе макияж абсолютно не нужен, а вот здесь в городских условиях он более уместен. Поэтому вот сегодня мы такие, да.
А вот что выросло из семян из медсанчасти? Это Денис Меньшиков спрашивает. Денис, спасибо, что вы смотрите все ролики на нашем канале. На самом деле будет скоро выпуск, что выросло из этих семян. Будет отдельный ролик, и там вы узнаете, что же все-таки выросло из этих семян. Не пропустите. Сергей Прокопчук. Планируете ли вы новые маршруты по ЧЗО? Да, маршрут у нас каждый раз нестандартный, поэтому планируем в следующем году, мы надеемся, показать вам интересный маршрут, которым мы еще не ходили, и, соответственно, места тоже, которые мы не посещали. Возможно, это даже будет не Припять, а что-то еще. Может быть, мы пойдем еще в какие-то более отдаленные уголочки и в Припять не зайдем, а может быть и зайдем. На все более зоны. Роман Захаркив. Привет из Испании. Привет. Еще раз извиняемся, если неправильно читаем ваши имена. Так, Дмитрий Абрамов, мне понравилось видео о ночевке в избе близ Припяти в отличном сохране. Да, этот дом стоит не вблизи Припяти только, а он стоит возле Чернобыля. И у него отличный сохран, потому что бабушка, которая в нем жила, умерла не так давно, его еще не успели разграбить. Дом действительно хороший, и он еще пахнет таким жилым домом, поэтому и ночевать там было достаточно удобно. Там сохранились матрасы, подушки. И он полностью закрывался. Все двери, все окна можно было закрыть в нем. Так, все тут обсуждают макияж, удачный, неудачный. Ребят, ну вот... Как есть. Как есть, так есть, да. Всем не угодишь, поэтому вот... Назад не влезть. Назад не влезть, как Людмила говорит. Поэтому сегодня мы такие, принимайте нас уж таким, каким мы есть сегодня. Лекс, девчонки, надо дальше двигаться в плане путешествия, но не Чернобыль, притомил уже, да и нечего там смотреть уже. Ну, кому как. Кому как, мы это место любим, нам оно нравится. Еще остались места, которые, вот опять же повторюсь, мы хотели бы осветить, показать и побывать там, потому что мы там еще не были. Хотим двигаться дальше, да, хотим. В плане контента, да, у нас есть в планах не только Чернобыль. Все будет, все впереди. Так, Denman Rockstar 666. Но сжечь мусор можно же в зоне отчуждения. Не рекомендуется ничего жечь, во-первых, потому что это связано с пожарной опасностью. Это Украина, дождей там мало. В этом году были очень масштабные пожары в 2020 году, в апреле. Естественно, можно сжечь, но лучше всего его забрать с собой. Ну и не все сжигается. Не все сжигается, жесть не сжигается. Во-первых, консервные банки не сжигаются, да, ты можешь привлечь внимание ненужное охранников, поэтому лучше всего его забрать с собой. Дима Классен, большой привет из Германии. Очень приятно, что нас смотрят люди из других стран. Так, Людмила, почему сталкер ловит полиция? Это Сергей Хафизов. Почему ловит сталкеров полиция? Ну, некоторым просто не повезло, некоторые были неосторожны, некоторые сдались сами. Здесь у всех, у каждого, кто поймался, у всех свои причины. Свои причины, да. Так, Алексей Рандин. Существует ли город или село Чернобыль? Откуда название? Ну, город Чернобыль, конечно, поэтому и Чернобыльская АЭС, Чернобыльский район. Стас Селиваном. А вы не планируете проникнуть в 4-й энергоблок? Вы знаете, в 4-й энергоблок мы не планируем. Все-таки это место еще опасная для посещения, и туда нужно только в специальном защитном костюме и специально защитном обмундировании заходить. Естественно, нас туда никто не пустит. Собираемся ли мы купить квадрокоптер? Это спрашивает
Собираемся. Хотелось бы, конечно, да, для улучшения наших видео, конечно, хотелось бы купить его. Копим. Копим деньги. Так, СН снова нас спрашивает, вы часто ходите вдоль ЛЭП, они рабочие? Если рабочие, то очень рекомендую под ними ходить, а уж тем более ночевать. Класс напряжения небольшое, а иногда и разряд можно почувствовать. ЛЭП рабочий, это ЛЭП 750, и ночевать под ними нормально, трава может электризоваться, но на асфальте никогда никаких проблем с нами не было. Самоотделки Шурик спрашивает. Девчонки, привет, скажите, из каких вы городов? Ну, мы уже говорили. Я живу в Московской области, Светлана живет в Киеве. Далеко. Да, друг мы, от мы друга. далеко друг от друга. Олегас Ин, горит ли еще подсветка герба на крыше 16-этажки? Нет, не горит. В Припяти нет электричества, и все лампочки там, они все побиты, все вот эти вот не диодные, а как, не знаю, неоновые. Они все побиты в нерабочем состоянии, возможно, кто-то сможет восстановить, но не мы. Жан Зе. Привет, Ирландии передайте. Ирландия, привет. Привет. Так, Родион Исмаилов. Девчонки, с чего нужно начать для того, чтобы отправиться в первый нелегальный поход? Начнем с того, что лучше всего отправиться в легальный поход, но если уж вы решили отправиться вот в такую авантюру, лучше всего изучить сначала место и хоть небольшую историю о том, куда вы собираетесь идти, потом подготовить снаряжение, ну и, собственно, если вы рассчитываете на свои силы, то вперед. Но лучше всего, конечно, выбрать легальный путь посещения. Ольга Егорченко, были в подвале медсанчасти, а Левченко, это что такое, не пойму. Никак не пойму вопроса. Были ли мы в подвале медсанчасти? Да, были. У нас есть видео оттуда, мы там проводили эксперимент по облучению семян. На политические вопросы мы тоже не отвечаем. Политикой не интересуемся. Да, мы абсолютно аполитичны, поэтому все, что связано с политикой. Да, это и не нужно людям вообще этим интересоваться на самом деле. А вот Дмитрий, а маршруты у вас купить можно? А какие вы хотите маршруты? Наши маршруты — это наша импровизация. Вы можете взять карту и придумать себе свой маршрут, зачем нашими пользоваться. Их полно, поэтому зачем идти по тому же маршруту? Лучше всего что-то свое придумать, так будет интереснее. Есть карта Maps.me, включайте ее и никогда не забудете. Роман 200816. Интересно было посмотреть ваш поход на завод Юпитер. Мы надеемся, что тоже сможем осветить и Юпитер. И Юпитер вам показать, тем более, что там есть еще остались части, которые можно там показать. На Юпитер мы ходили уже в каком-то походе. Мы ходили, я не уверена, да, что у нас там сохранились какие-то нормальные видео. Из последних, конечно, у нас нет видео с Юпитера, но будет, если вы хотите, то будет. Так, иностранцы нам пишут, сейчас попробую перевести. Либо почитаю. Виталий спрашивает, кто из вас красивее, как вы думаете, Виталий? Люди любят задавать нам провокационные вопросы, не будем. Ответим, мы обе красивые, мы считаем себя обе привлекательные. У каждого свой вкус, поэтому... Дмитрий, на дугу вы лазили? Да, лазили на дугу, но... Видео нет, фотографии сохранились, да, они у нас есть в соцсетях, наверное, есть, да. Из последних нет. На дуге очень часто ловят. Сейчас мы это место обходили, ну, возможно, захватим его в следующих походах, посмотрим. Саян 03 Рус спрашивает. ЧЗО, говорят, действует как наркотик. Один раз ходишь, потом постоянно тянет. Действительно.
Так оно и есть. Ага, это верно. Так, Вадим Ветер, девушки, вы так и не ответили на мои вопросы. Вадим, задайте еще раз, наверное, пролистнули, не успеваем все просмотреть. Напишите нам еще раз, ответим. Ну, если они касаются, конечно, Чернобыльской зоны, а не чего-то личного. Хамабрут, как к походам относятся ваши родные и близкие? Нормально. Олег, сейчас вроде уголовную ответственность ввели за проникновение в ЧЗО или собирается. Уголовную ответственность пока не ввели, это только разработали законопроект, но собираются, да. Пока нет, пока все сталкеры ходят, надеются на лучшее. Будем думать, как нам обойти. Будем более скрытными. Алтайский край нам передает привет Николай Шевчук. Привет, Алтайский край. Света Лайн Вебер из Казахстана. Тоже привет. Андрей Хоровец. Как сейчас жизнь в Киеве? В Киеве жизнь хорошо, все отлично. Жизнь везде нормальная. Если вы смотрите телевизор, то не смотрите его. Правды вам там не покажут. Так, а вот еще вопрос, смотри, будут детишки-мутанты бегать голышом по зоне, будет им все по барабану, и будет у них шерсть на теле, и на ступнях будут копытца. Да, это очень смешно, конечно. Фантазия у вас работает хорошо. Сказки надо писать детям на ночь. Максим Ру, радиация, вы будущие мамочки. Ребят, ну вот у нас много, очень много комментариев про радиацию. Прежде чем их писать, вы можете заглянуть в Википедию, узнать и прочитать хотя бы минимально о радиации какие-то вещи. Смотрите, ну, мы, конечно, вам ничего не докажем. То, что мы берем с собой дозиметр, это, это не работает. Не работает на всех вот людей, которые считают, что это опасно. Но если вы считаете, что это опасно, то да. У нас мнение немножечко другое, и так мы общаемся с людьми, которые связаны и с атомной энергетикой, и с радиацией, и с ликвидаторами мы также общаемся, и с ликвидаторами, которые до сих пор живы, и у которых все в порядке со здоровьем, и с людьми, которые посещали развалины реактора и до сих пор живы и здоровы. Ну, у каждого свое мнение, переубеждать не будем. Считаете, что опасно, пожалуйста, значит, это место не ваше. Со здоровьем, как видите, пока у нас все в порядке. Ну, многие нам пророчат третью ногу и выпадение волос. Девчули, чем планируете заниматься в зимнее время? Планируете продвигать канал? Еще чем-то, кроме походов в ЧЗО? Ну, мы наснимали много материала. Да, мы выпускаем еще то, что мы наснимали, и как только у нас появится возможность, ну, съездим еще куда-то, что-нибудь покажем, конечно. У нас канал о путешествиях тоже, не только о ЧЗО, а что-то еще мы покажем вам обязательно. СН спрашивает, какие существуют у вас критерии для ночевок? По видео вы часто останавливаетесь в разрушенных домах, не страшно. Но не в таких уж разрушенных домах мы останавливаемся. Если вы смотрели внимательно наши ролики, то мы выбираем хорошие дома, чтобы были двери, окна, и чтобы было где прилечь. Поэтому не страшно. Абсолютно. Ну да, критерии, какие у нас критерии, чтобы была кровать, потому что не хочется спать на жестком. Но если ее нет, спим где придется. Да, так, конечно, выбираем самый сохранившийся, самый сухой дом, самую сухую квартиру. Так, Иванка, кого из сталкеров смотрите? Вы имеете в виду какие каналы? Да, разные каналы мы смотрим, мы всех смотрим. Ну, одни и те же вопросы нам задают. Вот Дмитрий Гусаров опять нам задает вопрос, что вас больше всего впечатлило в ЧЗО, какие места? Ну вот про любимые места мы рассказали, какие места впечатляют. Ну, впечатляет очень Припять, как заброшенный город, впечатляет очень Дуга. Это вот лично для меня.
А тебе что? Мне нравится все. Вся Чернобыльская зона отчуждения. Стас Селиван, лучше пока не ходить в Чернобыль, пока не распадется радиация, а период полураспада радиации 300 лет. Да, ну вот мы уже вам сказали свое отношение к радиации, поэтому... Привет, Денис Андреев. Вы ночью спите во время походов или бдите? Ночью мы в основном передвигаемся. Ночью передвигаемся, днем спим, вечером... Утром утром мы едим, мы а спим. днем мы изучаем. Да нет, ну на самом деле нет. Ночью, если выпадает возможность поспать ночью, мы спим, конечно. Но в Припяти в основном ночью спим, а под утро вечером гуляем. Евгений Коль спрашивает, совместные вылазки с Суперсусом планируете? Нет, не планируем абсолютно. Так, привет, девчонки. Это нам Сашко Рыжий. Привет, девчонки. Привет из Киева. Вопрос, откуда такая грамотная художественная речь, что вы заканчивали или чем занимаетесь во вне сталкерское время? Ребят, ну... Читаем книжки. Для того, чтобы иметь нормальную речь, нужно просто учиться в школе и просто читать книжки и, собственно, все. Самоделки Шурика. Я даже не могу представить, как из Московской области туда ехать на транспорте. Ну, как обычно, вот как люди едут в Киев, допустим, раньше ездили в Киев, в Минск, все, на поезд сел или на самолет, у кого, кто на чем люди. Вот любят. Вадим Ветер написал. Я спрашивал, походы в окрестностях Чернобыля только бываете или где-то еще? Ага, ну смотрите, мы в окрестностях Чернобыля и в Припяти бываем. Если вас интересуют какие-то другие походы по вне чернобыльским местам, я была в Карелии в походе. Людмила, ты где была? Ну, да только в Чернобыле, наверное, была. Вот Людмила была только в Чернобыле. Я была еще в Карелии, но мы планируем развивать нашу деятельность по походам. Надеюсь, еще посетим какие-нибудь места. Сколько весят ваши сумки, Джейн Эз? Мы в видео показывали это. У Светланы в последнем походе рюкзак весил У меня 18, было 18 килограмм. у меня 15. Ну, это вот все с водой, все наши вещи. Дмитрий спрашивает, после похода вещи в стирку, это хватает, да? Да. Да они и не грязные. Да, В ну принципе. нет, вещи Радиации, по радиации, если они грязные только в грязи. VIP Сэм 1, а вы знали, что полет в самолете тоже опасен, как ЧЗО, там радиация 250-300 микрорентгенов в час? Да, мы это знали, у нас есть пост в сообществе, что на самом деле сходить в Чернобыль это как... Но, ребят, еще многие стюардессы, пилоты, они же тоже постоянно сопряжены с радиацией. Их работа, поэтому они, собственно, и выходят на пенсию раньше, потому что они постоянно летают, постоянно получают гамма-радиацию прямо из космоса. Девчонки, возьмите меня с собой, я буду тащить ваши рюкзаки, сжигать костер и охранять. Мы все это можем делать сами. Мы сами все делаем, поэтому спасибо, конечно, за предложение, но нет. Почему вы не отвечаете на вопрос про то, чем вы занимаетесь вне похода? Ну, в начале стрима мы сказали, что отвечаем только на вопросы касательно походов в зону отчуждения. Ребят, личное это личное, конечно, хочется немножечко разграничить. Про походы, пожалуйста, про наши видео, пожалуйста, про личное. Мы и так уже сказали, вам достаточно. Супермен, к слоновой ноге ходили? Нет, слоновая нога находится непосредственно под саркофагом. Нет, мы туда не ходили. Когда я смотрю ваши видео, мне вас так жалко, вы такие уставшие, мне аж самому тяжело становится. Ну да, поход это не для слабаков. В походе ты действительно устаешь, потому что ты идешь. Во-первых, стресс, во-вторых, тяжелый рюкзак, в-третьих, еще стертые уставшие ноги, ты идешь постоянно без нормального сна. Ну, это тяжело, да, это не каждый выдержит, поэтому многие сталкеры доходят до Припяти, потом сдаются. Кто-то сдается на подходах в Припяти, не выдерживает. Кто-то
Вообще только зайдя за колючку, потом поворачивает обратно. Что там? Грибы собирали в зоне? Нет. Грибы Нет, мы не грибы и собирали. ягоды в зоне отчуждения запрещено собирать, за это уже уголовная ответственность, поэтому зачем нам это надо, да и тем более они там могут быть грязные грибы, накапливают радионуклиды, поэтому нет. Может, уже будем заканчивать? Да, ребят, если у вас какие-то вопросы остались, Вопросы начали повторяться. да, вы нам пишите, но мы, наверное, уже будем заканчивать наш стрим. И так- Практически 2 часа. Да, мы и так уж с вами проболтали много. И всем, конечно, спасибо, что вы нас смотрели. Нам очень приятно и ваша поддержка. Ваше внимание. Ваше внимание, ну, да, это реально, это прекрасно, это нас вдохновляет на вот новые ролики и новые какие-то походы. Сейчас, смотрите, мы давайте какого-то иностранца зачитаем, последнего. Нет пока. Вот смотри, как про личный вес у нас какой, чтобы понять соотношение груза и веса, который вы несете. Ну, 52 килограмма мы весим. Да, на тот примерно момент. так. 51-52 килограмма каждая весит из нас. Ну, там плюс-минус. Ждете выхода Сталкер 2? Да нет, я не жду. Вот Людмила, может, играет, ждет. Да я уже не играю. Ну все, друзья, спасибо вам, что вы были с нами. Мы очень рады, что вы проявляете Да, внимание. рады интерес. пообщаться. И рады, что очень много комментариев и таких лестных, приятных. Вот мы даже планировали, что у нас час просидим, почти 2 часа просидели, с вами поболтали. Поболтали. Очень Это было приятно. здорово, да. Будет возможность сделать еще прямые эфиры, будем обязательно делать. Еще вопросы будут у вас, пишите нам в комментариях, мы будем стараться ответить. А так, всем спасибо, всем пока. Хорошего вечера. Всем хорошего вечера. Отключиться еще.